Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня хочу с вами сплести вот такую вот корзинку-сухарницу. Эта корзиночка у меня будет плестись в одном видео. Во втором видео я буду ее грунтовать, покрывать лаком, шить чехол. Чехол будет внутренний, не выходя за загибку. Вот, и буду делать декор. Так, рассказываю по количеству трубочек, сколько у меня ушло. Вот этих вот бежевых ушло 100 штук, коричневых у меня ушло 90. Где-то вот на загибку, на стойки, на плетение. И еще ушло 21 трубочка длинная, где-то 35 сантиметров, именно на вот эти вот стойки, чтобы в начале сделать. Вот они у меня идут. Вот, крутила я вот эти трубочки бежевые и коричневые на полосу 7 сантиметров. Спица, как обычно, 1,2 миллиметра. Также я использовала деревянные как бы ручки, под ручки деревянные палки. Вот, использовала картонное дно, картон переплетный. Покрашен он тем же составом, что и вот эти трубочки. Довольно плотный. Вот. И также расскажу я про ножки, как я буду делать ножки для этой корзиночки. Вот ножки заказные, заказывала я их, вот, чтобы она у меня не терлась. Вот. Не забывайте поставить лайк за мои труды. Я думаю, что я заслуживаю лайка. Подписаться не забывайте, так как я не всегда оповещаю где-то либо в Инстаграме, либо ВКонтакте о том, что у меня новое видео вышло. Вот, и не пропустите вторую часть. Всем приятного просмотра и поехали. Так, за форму я использовала вот такую вот, сделанная из гофра картона, коробочку. Сейчас я замерю, сколько она будет сантиметров. Так, само дно у меня получается 18,5, ну 19, грубо говоря, длина, ширина 12,5, то есть 19 и 12,5. Это без учета вот этих вот стенок. Сами стенки самая длинная у меня внизу 19,5, то есть даже так, да, 19,5, и вверху 23,5. Высота 14 сантиметров. Это вот верхняя. Так, короткая сторона. Внизу 12,5. Вверху 15. Высота здесь на сантиметр у меня просто ниже. 13. Вот. Вырезала я их и склеила. Можно видеть, как я склеила. Дно я вклеила внутрь между стенками. Вот. И боковушки вот эти тоже между длинными стенками вот я вклеила. Так, сделала дно. Сейчас покажу. Вот мое дно. Дно у меня из переплетного картона. Этот картон 3 миллиметра. Вот, покрасила я тем же составом, что и трубочки коричневые. Вот прям тем же и красила. Покрыла лаком. Сделала отверстие для стоек. Расстояние между отверстиями, вот метками, было у меня 1,5 сантиметра. Вот. По размеру я сделала немножечко больше. Вот можно видеть, чуть-чуть одно больше. Я сейчас скажу, сколько оно у меня получилось. Длинная сторона 20 сантиметров, там 23. И короткая 14 сантиметров. Вот.
Отверстий здесь 42. Отверстие я делала степлером. Степлер, о, не степлер, а дырокол, извиняюсь. Дырокол вот такой вот, очень мощный. Специально выбирала, чтобы вот это вот отверстие у меня было пошире, чтобы я могла туда вставить свой картон свободно. Вот, я сейчас покажу, как я делала. Примерно вот эта крышка снимается, вот она. Потом я делала наметки здесь ручкой. И вот так вот подставляла, вот брала, чтобы видно мне было, дырочку, подставляла и прорезала. И вот так вот все по кругу шло. Только нужно смотреть, чтобы вот это вот ножик вот этот случайно не задел все остальное. Вот это такой степлер. Степлер этот я покупала в Пантерии. Цена за него там что-то около 1000 рублей была. Ну, покупала я его уже довольно давно, года, наверное, 2,5-3 назад. Вот. Итак, будем приступать. Сначала буду делать дно. Для стоек на дно я использовала длинные трубочки. Вот, длинные влажные сейчас трубочки. Сейчас скажу, сколько. Так, ну где-то 35 сантиметров они у меня получились. Они накручены на полосу 7,5 сантиметров и на спицу 1,2 миллиметра. Вот. Теперь будем делать, уже выплетать дно. Я сгибаю свою трубочку немножечко в серединке и буду вставлять вот в эти отверстия. То есть вот так вот вставляю, хорошенько прижимаю. Ну, вот так вот по кругу все. Получается у меня 24, там сколько у меня было, 42 стойки. 21 трубочку заталкиваю. Все так продолжаю по кругу. Вот что у меня получилось. Все трубочки на своих местах. Это будет у меня внутренняя часть изделия. Так, теперь я переворачиваю. Поставлю сюда грузик. Так вот. И начинаю делать загибку. Загибку. Вывожу трубочки направление на себя. То есть одну за одну. Раз. Два. Наверное, на темном ничего не видно. Так. 3. И вот так вот иду по кругу. Так, еще раз показываю, чтобы было видно. Вот. Вот так вот. Вот так вот по кругу прохожусь, загибаю все стоечки. Обязательно, чтобы они были влажные. Так, вот дошла до последней. Последнюю заправлю вот сюда. Эту немножко вытащу. Аккуратно, чтобы без заломов были. Вот. Все. Все поправлю. Вот видите, как
получается. Дальше. У меня здесь расстояние осталось где-то до краешка. Примерно сантиметр. Я смотрю сюда, что можно сделать. Если я сделаю веревочку в 2 трубочки, значит, у меня еще останется немножко. То есть не вариант, как бы сказать. Я сделаю веревочку в 3 трубочки, оплету по периметру. Возьму свои коротенькие трубочки, которые накручены на 7 полосу и 1,2 миллиметра. И подставлю. Вот так вот. Можно приклеить, можно просто подставить. Я просто подставлю под каждую стоечку. Вот. И буду оплетать веревочкой по кругу. Хорошо заталкивая туда. Как видно, у меня вот здесь вот уголочек немножечко срезан. Для того, чтобы не сильно острые были у меня края. Так. Продолжаю. Так, время нарастить трубочки. Наращиваю строго под стойкой. Вот. И продолжаю оплетать дальше до конца. Дошла я до конца. Вот у меня выходит первая моя рабочая трубочка из-под стойки. Я начинаю закрывать ряд. То есть правой над 2 за 3. Я ее обрежу немножечко. Смажу клеем чуточку и протолкну под стойку туда вот. Вот спрячу. Так, видно? Вот она у меня там под стойкой. Следующую. Поднимаю. Туда завожу. Вот. И последнюю. Все, завела. Здесь правила. Так. Вот такое дно получается. Теперь переворачиваю, и мне нужно вывести стоечки, то есть не вывести, а поднять наверх. Для этого я буду использовать либо поднимать под одной, либо под 2. Я думаю, что здесь лучше всего сделать поднятие так. Под 1 подниму, наверное. Пускай будет под 1. Так.
Вот так вот поднимаю каждую. Здесь на уголке немножко сдвигаю стоечку влево, чтобы вот эта, которая зайдет под нее, вышла как раз вот в уголке. Эту также следующую чуть-чуть подвину, чтобы расстояние у меня не сбивалось, чтобы хотя бы не сильно сбивалось. Вот. И так продолжаю по кругу поднимать все стойки. Вот тут можно видеть наше окончание веревочки в 3 трубочки. Трубочки у меня спрятаны, рабочие. Их уже не будет видно. Вот так вот. Подошла я к концу. У меня осталась последняя. Ее нужно завести вот сюда, в первую петелечку. Аккуратно завожу. Поправляю все. Все. Так вот прижать, поправить. Вот что получается. Хорошо по периметру эти трубочки нужно нам пригладить, подправить. Вот, и будем уже делать первый ряд. Первый ряд будет веревочка из 3 трубочек. Так, поставлю свое дно, грузик. Так, и начну я делать с боковушки, потому что вперед там будет у меня потом что-то типа ажурчика, поэтому там делать начало ряда нецелесообразно. Так, подставляю вот сюда просто, можно на клей, кому как удобно. Ну, я знаю, что у меня нормально будут держаться, не повылазят. Вот, все, подставила. Дальше укладываю веревочку в 3 трубочки. Смотрите, как у меня будет идти она. Она будет ложиться между стойкой и вот моим дном. Вот так вот. Вот я ее туда заталкиваю. А потом уже второй ряд у меня пойдет. Трубочки будут ложиться на сам картон. Продолжаю оплетать дальше по кругу, укладывая рабочие трубочки между стойкой и картоном, дном. Вот. В это время можно выровнять стойки. Если вдруг неровно лежат, можно сейчас на втором ряду выровнять. Вот. Ну и дальше так по кругу. Заканчивается ряд. Я его завершаю как обычно. Начинаю не с левой, а с правой крайней. И укладываю туда между стойкой и дном. Вот так вот уложила. Теперь время подставить мою форму.
Так, форму я обверну сейчас обоями. У меня такая вот уже давно один раз сделала и все время не пользуюсь. Просто вот склеила. Уже много раз склеила, просто обои склеила. Вот так вот выглядит моя старушка. Здесь я углы просто посрезала и склеила так, чтобы на расширение у меня вверх шел. Вот, все, теперь подставлю. Установлю, как она должна правильно стоять, форма. Внутрь грузики. Вот. Все поправлю, чтобы было хорошо стояло все. Одинаково, чтобы расстояние было между концом дна картонового и между самой коробкой этой. Вот, теперь у меня будут двойные стойки. Сейчас я подставлю на уголки еще плюс по одной. То есть у меня на уголках будут 3 стоечки. Так, я замерю. Высота у меня вот отмечена. Я могу одну трубочку напополам разрезать и подставлять. Вот с двух сторон. Делаю отверстие. Капаю туда клея. Вставляю. И вторую. Вот так вот. У меня эти уголки должны идти так, чтобы вот две крайние были вместе. А вот эта вот средняя, она шла как бы посерединке. Вот. Для этого можно даже скотчем замотать, как удобно будет. Ну, я пока попробую так, чтобы они так держались. Вот, и подставляю еще к каждой стоечке еще одну. А на углах подставляю по 2. Я немного подставила стоек. Теперь начну оплетать. Сейчас я буду оплетать веревочкой обратной. То есть буду укладывать не наверх, а под своими рабочими. И за следующую свободную стойку. Вот так вот. Поднимаю 2. И вот так. На углах нужно уже формировать эти стоечки, чтобы они стояли правильно. Вот. И еще один нюанс. Стоечки мои будут идти вот по краям. Не прямо, а чуть-чуть вот по форме моей картоновой коробки будут отклоняться с этой стороны влево, с этой стороны вправо, чтобы соблюдать расстояние между стойками, потому что коробочка моя картоновая, она у меня будет, ну, идет на расширение, и для этого, чтобы стоечки красиво смотрелись, укладываю их чуть-чуть под наклоном. Вот. Постепенно буду их там выравнивать по ходу плетения. Вот. Ну и так продолжаю оплетать до конца. Подставлять дальше и оплетать. Я подхожу к концу. Вот у меня здесь так вот. Здесь вот выходит из-под вот этих стоек моя первая рабочая трубочка. На нее я просто за эту стоечку просто укладываю. Так. Вот. Следующую мне нужно просунуть под двумя вот этими своими рабочими и
вот под вот эту вот первую можно просунуть. А можно ее, в принципе, так закончить, чтобы оставить ее там. Вот так вот. Просто обрезать и уложить. Как вариант. Если кто хочет продолжать дальше плести, то, конечно, лучше вывести под вот этот первый виточек. Вот так вот оно у меня получается. И вот эту вот последнюю, которая у нас третья была, мне нужно ее завести под 2. Под вот эти вот 2. Я ее туда, наверное, заведу. Сейчас. Вот я ее завела. Она у меня идет здесь. Вот она идет и проходит под 2 предыдущими. Вот, и вот выходит. Так. Я их могу обрезать и начать новыми. Светлыми я буду сейчас плести. Либо же нарастить вот за... Здесь вот посередину между стойками. Просто нарастить беленькие. Вот. Но я их сейчас срежу. И уложу так, чтобы они... Вот, сейчас покажу, где срежу. Вот. Перед 2. Я когда буду плести, я ее просто в плетение спрячу. И эту также. Вот. Чуть-чуть прижму. Так. Сейчас начну плести белыми. Ну, не белыми, а бежевыми. Начну я с другой стороны. Тоже с короткой стороны. Вот такая вот своего рода коса. Получается у нас из 2 рядов прямой и обратной веревочки. Теперь мне нужно будет поставить 4 рабочие трубочки. Я буду плести узором косичка. По 2 трубочки каждый ряд. Беру 4 трубочки. Кончики срезаю, чтобы были острые. Вот, и подставлю сюда. Так, место у меня есть здесь поставить. Впереди. 2, 3, 4. Наклей. Наклей, чтобы они... сопротивление было меньше у трубочек, чтобы она глубже залезла. Вот. 1, 2, 3 и 4. Вот, укладываю. Плести я буду вдогонку. 2 ряда у меня будут одновременно идти. 1 ряд прямой веревочки в 2 трубочки, а 2 обратный. Так, и начинаю вот первыми 2. Обычную веревочку в 2 трубочки. Аккуратненько укладываю. Стоечки поправляю от середины в разные стороны. Вот первый ряд у меня. Сейчас вдогоночку плету обратной веревочкой, то есть ложу ее не наверх, а под мою рабочую. Вот так.
Догоняю свою первую пару. Так, прижала. Вот, получается коса. Первую пару догнала. Сейчас наращу и дальше продолжаю уже первой парой плести. Потом, когда не закончится, продолжу второй парой плести. Догоню, поменяю, наращу точнее. И так буду плести. Вот у меня отметка здесь ручкой. Да, вот этой отметки. Да, вот этой отметки. Все, продолжаю пока без вас. Момент. Вот здесь вот у меня был конец веревочки. Остались у меня вот эти пенечки. Что я делаю? Как я прикрываю их? Укладываю одну. Вот этот пенечек. Я рабочей трубочкой его вот так вот накрываю сверху. Выскочил. Накрываю сверху и укладываю. Вот так же и второй. Накрываю сверху и укладываю. Вот. Они у меня там спрятаны. Второй ряд уже их окончательно скроет. Здесь нужно будет поджать немножко. Вот. Ну и все, и продолжаю. Я проплетаю последний ряд. Его последние два ряда даже. Проплету его вместе с вами. Я называю его последним рядом, так как он будет у меня последний перед аркой. Я буду делать арку еще. Вот по поводу, хочу сказать, по поводу крутящегося диска, чтобы подставлять под плетение. Да, это удобно, оно хорошо крутится, но она неустойчивая, вот эта конструкция. Я уже и грузика добавила, но все равно мне нужно плетение прижимать. Я вот плету, прижимаю, а оно у меня отъезжает. Вот, поэтому мне немножко неудобно. Но для того, чтобы сильно лишние звуки не издавать в видео, я поставила на этот диск, чтобы тихонечко поворачивать. Вот, а так, в принципе, я с ним никогда не плету. Вон он у меня черный пластиковый. Я где-то видела, по-моему, в фикс прайсе видела железный или пластиковый тоже, но он был такой плоский. А у меня немного с пупырышками. Он не плоский. Я, кстати, нарастила еще трубочки. Вот здесь вот у меня были коротенькие, а мне бы их не хватило до конца изделия. Я нарастила еще по ходу. Вот. И, как всегда, в конце я перед загибкой буду срезать все стойки, вставлять новые. Для тех, кто не хочет заморачиваться и срезать, и вставлять, конечно же, можно вставить стойки подлиннее в процессе плетения. Потом их просто увлажнить. Вот. И сделать загибку. Вот я подхожу уже к началу ряда. Здесь пока остановлюсь. Так, вот. И здесь у меня будет арка. Для арочки, для выплетания арочки я буду использовать вот такую вот картоновую заготовочку. Это заготовка длиной 21 сантиметров. И самая высокая вот эта вот часть 4 сантиметра. Я ее вот так вот ровненько здесь вставлю.
вроде ровно. Также на второй стороне. Угу. Вот. И дальше поеду плести, как обычно. Так, укладывать буду трубочки на вот эту вот картоновую полоску, так сказать. Аккуратненько. Стойки придерживаю, чтобы они шли ровненько, не сдвигались. Так, сейчас. Вот рабочие трубочки ложатся хорошо на эту картонку. Так, вот такая вот она у нас, это арочка получается. Где нужно, подправим. И второй. Так, здесь наращу. Вот, и аккуратно укладываю второй ряд. У меня осталось еще сделать один ряд. Вот, чтобы 2 косички было здесь. И буду делать загибку. Вот смотрите, что я делаю дальше. Так как я буду стойки срезать, мне для удобства сейчас нужно будет срезать левую стоечку. Я сейчас их посрезаю. Буду оплетать на одной стойке. А потом, когда буду наращивать уже для загибки стойки, то я просто срежу правую, и здесь у меня останется место, чтобы с легкостью вставить свою стоечку для загибки. Вот. Пока продолжаю. Все как обычно. Здесь я не буду пока трогать, чтобы угол не сбить. Вот, и дальше все как обычно. Еще одну косичку, то есть 2 ряда. Дошла я до конца ряда. Вот эти трубочки я просто срежу возле стоек. Их закроет загибка. Ой. Так. Их закроет загибочка. Вот, так что вот что получилось. Дальше я дам высохнуть чуть-чуть, чтобы не сильно так прогибалось. Ну, чуть-чуть, буквально полчасика, пускай постоит. Вот, и буду делать загибку. Так, приступаю к загибке. У меня будет розга обычная на 3 трубочках. Вот эти вот
Угловые стойки я все срезаю. Буду начинать. Вот я вот с этого места, вот здесь. Так, сейчас еще тут наращу. Наращиваю на клей. Так, и начну. Вкладываю одну, вторую, третью. Так. Срезаю уголок, красиво укладываю на уголке. Ну, как делать загибку, уже не раз показывала и рассказывала, поэтому сделаю ее пока молча. Вот это место боковушки надо делать особенно ровно, потому что я туда буду деревянные ручки крепить. Но пока не знаю, то ли я буду их сбоку крепить, то ли прям наверх. Сейчас уже по ходу дела посмотрю. Пока не определилась. Так. Вот эту вот поверхность ровно сделать. Так, ну и вот так вот по кругу делаю полностью загибку. Подхожу я к концу и буду заправлять свою загибку уже. Кто делает так же, как я, вот срезает на загибку стоечки, ставит новые, свежие. Поделитесь своим мнением, почему вы к этому пришли, почему вы стали именно так делать загибку. Вот для меня это как бы, уже много раз говорила, что для меня так легче. Мне нравится, чтобы стоечки были свеженькие, чтобы я не бегала, не мочила, не замачивала эти стойки, потому что красятся они с добавлением пропитки. И когда они высыхают, их размочить очень трудно. Поэтому предпочитаю свеженькое. Вот. И последнюю сюда заведу. Так. Загибку я сделала. Вот такая сухарница у меня. Корзиночка сухарница получилась. Теперь я хочу сделать сюда еще ручки из дерева. Сейчас покажу, как я буду это делать. У меня есть вот такие вот
заготовочки уже покрытые лаком деревяшки. Их буду использовать для, ну, больше для декоративных ручек. Так, думаю, что я вот так вот их буду крепить, как обычно. Вот так красивее. Хотела сделать вот так, но так как-то не очень смотрится. Вот так вот буду делать. Буду крепить трубочками. Вот так вот. Взяла я трубочку, сделала здесь отверстие, протяну. Так надо ровно уложить. Вот. Будет один оборот. Так, хвостик мне нужно будет заправить. Так. Можно это, кстати, делать сразу на клей. Немного клеем. Так, укладываем. Это один оборот у меня. Теперь второй. Для второго нужно дырочку здесь сделать чуть-чуть пониже. Я ее сделаю. Так. Приходится вставать, чтобы увидеть. Вот. Сделала. Вытащила. Сейчас немного еще клеем пройдусь, чтобы она хорошо держала ручку. Так. И вот третий. И третий уже, вот видно, может, заправлю тоже вот сюда внутрь ее. Немного клею. Угу. Так. Вот, заправила. Тут все поправлю. Так. Что она у меня вылазит. Вот. Все. Вот. И аналогично делаю со второй стороны. И вот эту вот вторую сторону. Так, кстати, хочу сказать, что у данного видео будет две части. Первая часть — это вот сплетение самой сухарницы, а вторая — это будет декор и салфетка. Салфетка, чехол внутрь. Он не будет выходить наружу, то есть огибать загибку, он будет заканчиваться под загибкой. Если хотите посмотреть, как я это делаю, подпишитесь на канал. Обязательно, чтобы не пропустить следующее видео про то, как я делаю чехол и делаю декор. Вот я даже немножко приготовила на декор материалов. Будет что-то интересненькое.